Здравствуйте, друзья! Меня попросили показать, как можно реставрировать вязаное изделие. У меня есть видео с более толстыми нитками. Таким образом, как я вам сейчас покажу, можно восстанавливать абсолютно на вязаном изделии абсолютно любой величины петель. Можно даже это сделать вот на таком вот мелком вязании. Но я боюсь, если я буду показывать вам на вот этом свитере, то будет очень плохо видно. Я вам покажу на вот этой светлой кофте. Вам будет хорошо видно. Нитку я возьму вот такую вот контрастную. Но вы, если хотите сделать, чтобы было совсем незаметно, то вам лучше всего воспользоваться ниткой родной, той, которой связан свитер или кофта. И я вам сейчас покажу, как эту нитку извлечь. Смотрите, обычно свитера прошиваются такой ниткой, какой они связаны. Если вот здесь, допустим, расширить, мы видим, что шов сделан такой точной ниткой, которой связан свитер. И эту нитку можно вытащить из шва. И лучше это делать, конечно, сверху, потому что свитер сшивается снизу вверх. Поэтому нитку мы будем извлекать вот здесь сверху. Мы вот так вот расставляем, чтобы было хорошо видно нитку, которой сшиты две половинки. Ну вот, я ее увидела. Вот она. Это нитка, которая идет и на одну, и на вторую половинку свитера. Немножко расширим. И теперь переходим на обратную сторону. И находим эту нитку. Вот, видите, кончик. И теперь нужно найти такое положение, что нитка у нас будет сама собой распускаться. Смотрите, если мы в верхней части разрез сделаем, вот сюда вниз у нас идет, и находим эту ниточку, то смотрите, как все просто. Вот так. Свитер наш не пострадал. Мы его потом впоследствии можем зашить подходящей по цвету ниткой. А вот это родная нитка, которой связан сам свитер. В этой кофточке мне не повезло. У меня зашита обычными белыми нитками простыми на оверлоке кофта эта. Поэтому я вам покажу другими нитками. Ну, вам так и лучше видно даже будет. А вот эту нитку, которую вы извлекли, ее нужно будет хорошенечко прогладить утюгом для того, чтобы дальше работать. Будем исходить из того, что у меня очень мелкая вязка. Существуют мелкие крючки. Когда-то у меня был крючок, которым даже можно было поднимать петли на чулках. Но сейчас у меня такого нету. Вот этот крючок бы сюда подошел. Можно пользоваться крючком, но мне более привычно и больше нравится использовать иголку с нитками. Итак, нитка у нас добыта. Теперь переходим к зашиванию. Смотрите, у нас тут много всего болтается. Вот эти нитки, их нужно хорошенечко отсюда все убрать и вывести на обратную сторону. Свитер обычно или кофта, любая вязка, она распускается в основном всегда вниз, потому что она связана снизу, и распускать всегда нужно сверху. Вот эти вот петли, которые верхние, их еще не так-то легко и боковые распустить. Тут еще надо постараться. Как обычно делаю я всегда эту дырку привожу в такой вид квадратного окошка. Это будет более удобно. Значит, смотрите, я нахожу ряд, который у нас самый целый. Вот ряд, который целый, это вот этот. Видите, если я сверху буду распускать, то вниз сюда у нас бы это все дело и пошло. И петли могут спускаться вниз. Так, и вот эту нитку мы должны отсюда убрать. Посмотрите, что у меня в итоге получилось. Дырка увеличилась, конечно, в размерах.
но зато она теперь имеет квадратную форму. А вот эти вот хвостики мы сейчас с вами уберем. Для того, чтобы они нам не мешали работать, мы с ними займемся попозже. И для этого нам с вами нужен будет скотч. Чтобы эти нитки нам не мешали и не лезли под иголку, мы их временно прикрепим. Теперь нужно подстелить что-нибудь, или может быть шерстяное одеяло, или сделать такую импровизированную подушку. Можно делать это на гладильной доске. Теперь мы хорошенечко прикрепим нашу кофту, чтобы она никуда не скользила. Вам понадобятся иголки. Иголки продаются практически везде. Стоят очень дешево. Но если не будет иголок с шапочками, то можно использовать обычные швейные иголки. Это мы исходим из того, что вязка очень мелкая. Для чего я это все делаю? Такую дырку с таким, вязанием, в принципе, можно восстановить легко. В всяком случае, для меня. Ну и теперь мы берем иголку с подходящей ниткой. И прикрепляем нитку где-нибудь, давайте вот здесь. Недалеко от места дырки. Подходим под петлю. И завязываем на 2 узла. Вот тут у меня, видите, пошло вот так. И наша задача выйти вот в эту петлю, в крайнюю. Вот так. Тут у нас уже дальше полотно готовое. И мы делаем вот что. И заходим опять в эту же петлю. И проходим сразу в соседнюю. Вот так. Вот у нас, посмотрите. Первая петелька, она вот продолжение вот этого вот ряда. Дальше. А дальше мы делаем вот что. На уровне верха, вот видите, вот петля наша, мы втыкаем иголку напротив петли, откуда выходит нитка. Оборачиваем вокруг иголки и заходим опять в петлю, в эту же. И проходим сразу в следующую. Вот так. Берем следующую иголку. Втыкаем ее на одном уровне с этой иголкой. Заходим в эту же петлю и сразу проходим в соседнюю. Делаем так до конца ряда.
И вот мы подошли к торцу нашей дырки. Проходим петлю. И повторяем рисунок нашей петли вот таким образом. И сейчас нам нужно будет перейти на ряд выше. То есть мы делаем вот что. Мы заходим в это отверстие и сразу выходим вот здесь. Видите? Это нижняя часть следующей петли. Это как делаем мы вышивку на трикотажные вещи. Вот. И мы теперь должны повторить картинку нашей следующей петли, той, которая выше. Мы заходим, теперь смотрите, заходим, получается, вниз нашей новой петли. И заходим из-под низа в петлю. Вот, первая. Теперь мы можем нашу палочку вынимать. Нитку протаскиваем. А здесь у нас, смотрите, первая петля. И мы теперь делаем на вот наш следующий ряд. Вот здесь мы втыкаем нашу иголочку. Только теперь мы будем наматывать нитку не справа налево, а будем наматывать слева направо, так как мы идем в правую сторону. Заходим теперь в вновь образовавшуюся петлю и проходим в соседнюю. Вот так вот мы из-под низа в нее выходим. Вот так. И вставляем нашу иголку рядом с той, которая у нас вот на первой петле. И опять мы ее обводим так, как мы делали до сих пор. Заходим в ту же петлю, из которой вышла нитка. Вот так. И заходим из-под низа, вот так, смотрите. Вот так. Теперь мы эту можем удалить иголку. И поставить ее на ряд выше. И повторяем так до конца ряда.
а дальше следующий ряд, это будет ряд, соединяющий то, что мы с вами связали, с верхом нашей дырки. То есть мы заходим ниткой вот сюда в верхнюю петлю. И вот сюда. И таким образом мы повторяем рисунок вот этой петли, которая у нас здесь. Теперь мы заходим вот сюда. И как мы шли слева направо, идем слева направо. Заходим из-под низу. Теперь мы можем вынимать нашу иголочку. Аккуратненько иголку вытаскиваем. И заходим мы теперь, вот смотрите, в ту же петлю, откуда у нас вот идет эта ниточка, только вот так сверху. А из-под низу проходим соседнюю петлю вот сюда. Этот шов я уже очень много раз показывала. Теперь отсюда мы заходим туда, откуда у нас вышла вот эта нитка. Вот она, эта петля. Вот она, видите? И из-под низу заходим в ту петлю, из которой у нас торчит иголка. Иголку убираем. Заходим опять в ту петлю, из которой мы только что пришли, сверху. И из-под низу проходим в соседнюю. Вот так. Отсюда мы заходим туда, откуда выходит нитка. Вот сюда. И сразу в ту петлю, из которой выходит иголка. Иголку убираем. Опять заходим в ту петлю, откуда нитка пришла. Сверху заходим. И из-под низу заходим в соседнюю. Вот так. Отсюда заходим туда, откуда пришла нитка. Вот она, наша петля. И сразу в соседнюю. Так, отсюда делаем то же самое. Заходим сверху. Проходим из-под низу в соседнюю. Заходим туда, откуда вышла нитка. И сразу же в соседнюю.
Ну и вот смотрите, друзья мои. Я вот здесь поленилась довести до ровного края и в конце концов не пришла к нужному результату. Вот этот ряд надо было распустить, потому что одна петля здесь оставалась. И я вот здесь немножко не попала в то место, в которое мне было нужно. Но учитывая то, что несоответствие ниток, несоответствие иголки, результат, в общем-то, вышел достаточно неплохой. Оставим как есть. Уходим на обратную сторону. Отрываем скотч. Закрепляем, кто уже как может и какие у вас там остались кончики. Ну вот смотрите, я кончики между собой позавязывала. Я не рекомендую вам обрезать их полностью. Можно чуть-чуть укоротить. Если захотите, вы можете аккуратненько просто ниточкой подшить их. Сначала можно немножко отпарить. И потом я бы вам рекомендовала. Есть такой материал, называется флизелин. Это такая клеевая ткань. Их сейчас много разновидностей. Я даже, честно говоря, не знаю, как они еще называются. Там флизелин, еще какие-то. И вырезать такую заплатку, но без острых краев. Не квадратную, а вот такую вот полукруглую. Приложить ее аккуратненько к месту нашего сшивания. Ну вот смотрите, и нитки вам мешать не будут, и аккуратненькая заплатка. Ну и давайте подведем итоги. Смотрите, в принципе у нас получилась имитация вязки. Может быть, у меня вышло не очень аккуратно, потому что, несоответствие нитки той, которой связана наша вещь. И такой еще момент, мне не очень хорошо видно, я не могу наклониться над своим изделием, а издалека смотрю. Я вам показала принцип. Для упорных, для тех, у кого есть время, есть желание, есть любимая вещь. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. На этом всем желаю приятного рукоделия. Всего вам доброго. До свидания.